Здравствуйте, друзья! Вот сегодня вашему вниманию хочу предоставить вот такой шлифовально-заточной станок с ременной передачей. То есть ремень передается на вал вращающийся. На вал вращающийся одеваются насад сверлильный патрон. Одевается также наждачный круг. Вот таким вот образом. И вот из чего это все состоит, сейчас вот мы начнем рассматривать. Электродвигатель 2850 оборотов, 2,2 киловатта. Соединение там звезда, через звезду. Блок конденсаторов. Тут всевозможные позиции конденсаторов, то есть включение, выключение, разные емкости начинаются. Две розетки. Об этом вы можете посмотреть, об этом блоке я снимал видео по ссылке в описании. Шкивы у меня. То есть обороты я могу регулировать вот этими шкивами. Больше шкив на электродвигатель 2850 оборотов. Здесь в 2 раза шкив меньше. То есть здесь получается в 2 раза больше. Значит, смотрим. 2850 тысячи плюс 2850 получается 5700 оборотов. Ремень перекину на маленький, значит, вал. А сюда поставлю на большой вал. И скорость будет в 2 раза меньше. 2850 делим на 2. 1425 оборотов. Короче, 1500 получается. То есть сыграв на валах. Ну вот. И начнем мы сейчас вот со шлифовки. 5700 оборотов. Берем для начала всегда, когда вот, допустим, на валы что-нибудь одеваете, всегда протирайте валы. Внешнюю часть и внутреннюю часть, потому что все равно кусочки абразива попадают, еще что-нибудь, вал постоянно, то есть протирайте, вал постоянно скребется, происходит износ вала и потом начинается биение. Протерли обязательно снаружи, внутри, тряпочку убрали, теперь одеваем насадку. Так, все. Плотно одеваем, прикручиваем. Поплотней. Взял обычную вот шпилечку. Вот ставлю. И сейчас шарошку намотаем. Закручиваю. Еще один нюанс. Все вот это, двигатель вращается вот так на меня. Автоматически патрон затягивается. Самозатягивание. Это обязательно. Если бы я вот эту вот вал бы поставил наоборот, он бы работал на откручивание. И это дело могло открутиться. То есть это тоже немаловажный фактор. Затягиваем ключом. Затягиваем не с одной стороны, а равномерно. Раз. 2 и 3. Вот по правилам лучше вот так делать. Все. Вал затянут. Посмотрим в холостую. Запустим. Так, вот он у меня. Ну вот. Вал вращается на меня. Значит, наматывать вот таким образом. Берем и наматываем. Можно сделать здесь прорезь, но не стал пока делать. Очень туго наматываем. Прям чем туже, тем лучше. Намотали. Теперь берем изоленту. Вот, накрутил я шарошку. Значит, наждачка получилась прямо. Я взял ножик и вот так вот под уголок я вот это отрезал. То есть вот под конус. Надо обязательно проверить. Одеваем очки защитные. В перчатках ни в коем случае здесь работать нельзя. Намотает на патрон голые руки. Если одежда с рукавами, засучиваем рукава до локтей. Лучше тогда уж в майке работать. И начинаем работать. Включаем наш блок конденсаторов. Для пуска у меня тут 195 микрофарад. Сейчас сразу они запустят, и я уйду в работу на буквально
Ну, чтобы сильно не гудел, я посмотрел мотор. 48 микрофарад будет в работе. Мне вполне хватает. Двигатель трехфазный. Хватит, чтобы сдвиг фаз произошел, и все примерно 3 фазы работают. Соединение звезда, как я уже сказал. Ну и давайте запускать. Убираем из-под шарошки все лишнее. И поехали. Берем ножик и шлифуем. Какие рисочки, шлифанулся. То есть все в порядке, все работает. Шлифуйте, пожалуйста. Деревяшку будет грызть, 40-я наждачка. Просто будет, она ее будет просто съедать. Металл просто, я уже отшлифовал. Сейчас на другую сторону перейти, шлифану, шарошки поменял и дальше работай. Просто агрегат офигенный. Рекомендую вам вот такое же. Если что-то хотите шлифовать, можно даже дорогостоящие оборудования, вот эти гриндеры, не нужны были. У меня был обычный деревообрабатывающий станок деревенский. Передняя бабка, там еще задняя у меня есть. Вот переднюю бабку, вот этот вал взял, то есть тут сюда вот вставляется насадочка, деревяшка крепится. И все, и к двигателю через валы, вот, на валах играешь, регулируется скорость. Убираем, значит, мы убираем эту насадку, и сейчас мы что-нибудь заточим. Сейчас будет у нас наждачный станок. Вал снимаем, выкручиваем, убираем в сторону. Берем, как я уже сказал, еще раз вал протираем. Протерли здесь, протерли здесь. Тут у меня вот 2 болта. Все, одеваем. Все плотно одевается. Куда же я одеваю-то? Валы надо менять. Ну вот, перекинул я шкивы. Сейчас будет вот здесь маленький шкив. Здесь будет в 1,5 раза больше. Ну и скорость где-то будет 2000. В общем, оборотов в минуту. Ставлю заточной. Так. Отвертку. Затягиваем, все хорошо. Так, проверяем крепление диска. Тут то же самое все. То есть проверили. Вращение будет на меня, гайка будет затягиваться, резьба правая. Все. Если вы, допустим, перевернете, опять же, вот сюда, с левой стороны поставить, она открутится. Поэтому с левой стороны надо ставить левую резьбу. Запускаем наш агрегат. Сейчас убираем все из-под наждака, естественно, чтобы ничего не попало. Давайте еще скажу, в чем вот это вот преимущество вообще станка. Шлифовать можно там и на дрель, допустим, шарошку эту вот так вот сделать, на дрели шлифовать. Но сколько вы отшлифуете и на дрели? Это же все надо держать. А это стационарный станок. И дрель долго работать не может. Это стационарный станок. Ну, полустационарный, скажем, он переносной. Режим S1. То есть можно работать хоть сутки. Нагрузки практически нет. Диски на наждак, камни на наждак. То есть на наждаке уже, допустим, маленький камень уже работать не очень удобно. Здесь можно работать вот прям вот до диаметра, я не знаю, спичного коробка 5 сантиметров. У нас вал-то он небольшой. То есть в чем преимущество и удобно. Обязательно нужно защиту, но здесь я вот как бы ее не поставил, она у меня есть. Я вам просто покажу. Перед камнем, естественно, сидеть не надо. Нужно индивидуальные средства защиты. Просто мне бывает надо сверху подлезть, сбоку, с этого боку. Поэтому защиту я не поставил. Но защиту обязательно ставьте. И вот, поэтому вот такой станок я вам рекомендую. Плюс на валах можно регулировать скорость. Ну, там на наждаке скорость уже, ну это с помощью частотного преобразователя уже. Здесь я валами, больше-меньше. Вот в чем преимущество вот этого аппарата перед наждаком. Здесь 2 в одном. И шлифовка, и заточка. И разные скорости. Ну и давайте включать. Включаем. И начинаем работать. Запускаем.
Точно. Выключаем. Камешек немножко бьет, потом подровняю. Вот, все заточилось. Видите как? Вот и вот. Все отшлифовалось. Вот, рекомендую вам вот такой станочек. Выключатели я сделал здесь. Обычные вот они, пакетные. Я на скобку прикрепил. Крупы, текстолитовая пластинка. Кембрик я одел, проводки закрыл. Тут то же самое. Все работает. Аппарат, вот что было под рукой. Ничего не покупал практически. Все было дома. Все из электрики. Все, шкивы тоже были, подобрал. Все, вот вал. Вот насадки. Только что вот работа токаря была, вот насадочки мне сделал. То есть вот такую вот. Вот она на патроне. И под наждак. То есть под камешек. Вот такая вот. Вот спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.